Привет, с вами Светлана, и вы на моем канале. Давайте посмотрим такую тему, что творится в его голове, да, что там у мужчины. Давайте смотреть, вся правда о нем. Итак, кто он, кто вы и что между вами. Ну, смотрите, страсть. Тут между вами выпал туз жезлов. Туз жезлов — это такие, знаете, итальянские страсти. Сегодня вы помирились, завтра вы поругались, потом опять помирились. Слишком много чувств, слишком много эмоций. Возможно, он считает, что вы ведете себя как эгоистка, вы считаете, что он ведет себя как эгоист. Мужчина очень сильно переживает по какому-то поводу. А по какому поводу? Ну, знаете, тут, возможно, он вас обидел. Он вас обидел, обесценил что-то, да? Ну, как бы пятерка жезлов. Врал, возможно, предал, возможно, знаете, еще сделал какую-то гадость. Возможно, надменно себя вел. Возможно, самоутверждался за ваш счет. Возможно, ну, тут первая победа, да. Когда он это делал, он ловил кайф. Он только считал, что все правильно, что, в общем-то, он ведет себя, что он герой. А когда прошло время, он понял, что он потерял больше, чем приобрел. Что все вот эти его понты дешевые, да, это всего лишь дешевые понты. И вот так вот как-то. Теперь он переживает, нервничает, пытается понять, как все вернуть. Ну и хочет наладить с вами отношения. Ну а что вы? Вы на самом деле ждете этого человека. Ну да, жезлы, вот в необдуманные слова, да, вот мог обижать словами, кстати. Мог обижать словами. Мог обижать не только словами, да, то есть как бы тут сначала делает, потом думает, хотела укусить побольнее, и ему это удалось, а теперь он не знает, как это все вернуть обратно. Возможно, и вы были не сдержаны в поступках, мыслях или действиях, но вы ждете этого человека, вы ждете примирения. Да, ссора была некрасивая, ссора была безобразная, но тем не менее этот человек все время у вас в голове, вы не можете его из своей головы выбросить, он все время с вами 24/7. И вы очень хотите, чтобы вы помирились, чтобы, да, чтобы все стало как было, чтобы все вернулось. Итак, давайте посмотрим, как он видит ситуацию в ваших отношениях. Ну, тут опять же король мечей, может быть воздушный знак, а может быть просто человек закрытый, который все время устраивает качели, который все время отдаляется, да, только вот вроде бы все было нормально, а вдруг опять пропал. То есть действительно вам сложно с этим человеком, потому что непонятно, что у него на уме. Абсолютно. Король мечей, он, ну, не то чтобы не умеет любить, он не умеет показывать свою любовь. Итак, как он видит ситуацию? Этот человек не выпускает вас из виду, он следит за вами в реале или в сети, тоже хочет начать все заново. Вы для него тот стабильный партнер, с которым можно строить что-то. Королева Пентаклей. Очень соскучился. Ну да, тут не разрыв, тут пауза, вы помиритесь. Да, будет какое-то. Скоро либо приедет, либо придет, либо напишет. Семерка, ой, карта колесница. Но опять же, эта карта может говорить о том, что человек сумасбродный, да, то есть вот сегодня сдал слово, завтра забрал. Сегодня сделал, не подумав что-то, а завтра не понимаю, что это последствия моего поступка. Вот я так решила, я так захотел, ну и что тут такого, да? А то, что как бы потом будет, он не думает. Будет какой-то, на эмоциях будет что-то. Он тоже решил, что хватит, в общем-то, ссориться, я к ней хочу, я к ней приеду, я сделаю что-то для того, чтобы, в общем-то, помириться. То есть, если вы ждете, он явится. Напишет, позвонит, ну как-то проявится. Что у него в сердце? Ну, в сердце тут, конечно, и боль, и обида, и недопонимание. И действительно, вы знаете, какая-то досада. Но и тем не менее понимание того, что вы тот человек, в которого он врос сердцем, да, ты тот человек, которого он терять не хочет. Но хочет он все по-своему. Вот чтобы было так, как ему удобно, чтобы было все по его сценарию, чтобы события развивались так, как понятно ему. Что еще в сердце?
Ну, вы нужны ему в любом случае, да, и все эти качели от того, что он боится себя признать, насколько вы ему нужны и насколько вы его спасаете, вот в буквальном смысле, да, своими советами, своим каким-то участием, своей какой-то эмоциональной помощью, да. Он всем своим видом хочет показать, что он в вас не нуждается, но это не так. И поэтому устраивает эти качели, он боится привязаться. Что же творится в его голове? Он же такой самостоятельный у нас, да, взрослый, серьезный. Как он может себе признать, что вы очень много занимаете места в его жизни? Ему страшно. Что творится в его голове? Ну вот, маг, да? Сам себе режиссер. Но я не могу без нее, меня тянет к ней. Я понимаю, что я влип, что я влюбился как мальчишка. Я понимаю, что я хотел бы прочных отношений с этой женщиной, и это меня пугает. А вдруг она мной манипулирует, а вдруг она мной воспользуется. Вот маг так за свою свободу держится, как будто она, знаете, ему нужна. Вот все, самое страшное попасть под каблук. Да, вот страшно, что страшно? Страшно влюбиться, страшно показать ей, что я ее люблю. Она непростая девушка. Да, не знаю, как она отреагирует. Вы самодостаточны. Вы, в общем-то, он понимает, что вы не будете терпеть его заскоки, да. И так уже по ходу не терпите. Хотя любите, да, любите, но вы сопротивляетесь. Вы сопротивляетесь, вы не хотите ему показывать, насколько вы к нему привязаны, насколько вас тянет. А он сопротивляется, боится показать вам, что действительно вы ему нужны. И вот все это выливается у него в пятерку мечей. Возможно, он хамит, возможно, он грубит, возможно, он как-то некрасиво себя ведет, да, там подкалывает вас при знакомых, пытается, знаете, вот как-то вас немножко, ну не то чтобы унизить, а ну показать, что он выше вас, да, что он мужчина, а вы тут молчи, женщина, твой день 8 марта, где-то так, да. Но с другой стороны, он понимает, что у вас характер, вы долго этого терпеть не будете. И такая каша в голове. Да, я ее люблю, но я боюсь, а вдруг я ей не нужен, а вдруг она найдет потом кого-то себе другого, поматросит и бросит. Чего это у него такие мысли, да? Но тут возможен и треугольник. Возможно, вы уже устали от него и ищете себе кого-то другого или нашли уже кого-то другого. Есть еще какие-то поклонники у вас, да? Вы устали от таких отношений. С одной стороны, вы хотите быть с ним и ждете его, но с другой стороны, видите, что жизнь идет, а каши с ним не сваришь. И, возможно, действительно в вашем поле появился уже кто-то другой. И это очень сильно его беспокоит, если это так. Или он думает о том, что ну, со мной ей сложно, сейчас найдет себе кого-то, кто ее полностью устроит. И что я на самом деле буду с ней делать, без нее делать. Потому что его к вам очень-очень сильно тянет. Но признаться он себе в этом не может. Не то, что вам, даже себе. Ну вот, солнышко мое, да, ну я не знаю, если... То есть страшно, страшно, правильно я себя веду. А что из этого получится? Вот перебирает варианты, да, и не может остановиться ни на одном. И ушел в тишину, потому что не знает, как себя вести. А что еще в его голове? Ну, вы в его голове. Не может он без вас на самом деле. Вы в его голове, в его сердце, в его душе, вы императрица. Возможно, он и вам говорил такое, что такой, как ты, больше нет. Ты одна такая единственная, он действительно так считает. И чем закончится все эти качели, да? Чем же закончатся все эти качели? Ну, пока ничем. Пока ничем эти качели не закончатся, пока он не знает, что ему делать. С одной стороны, он строит на вас планы, с другой стороны, он не знает, нужно ли ему все это. Он скоро явится, да, он скоро явится, в общем-то, но никаких выводов для себя он не сделал, и все будет как было.
Ну, вот такой расклад. Вот такой у нас мужчина, который сам не знает, чего он хочет, и умный, и красивый, да. Напишите, почему. Почему вы поругались, и почему вы уже устали от этого человека. И действительно ли в вашем поле появился кто-то новый. Ну, девочки, даже если у кого-то не появился, вот здесь есть король, и он где-то близко возле вас. И, возможно, если вы начнете оглядываться по сторонам, то появится кто-то новый. Конечно, если вам это нужно.